Приветствую всех на канале. Очередной представитель Поднебесной. Вот такой вот у нас Cherry Carry. Приехал с Китая. И у нас у автомобиля очень маленький пробег. Автомобиль на одном заряде очень мало проезжает. Мы сделали диагностику, увидели, что здесь огромный разбаланс по батарее. И, соответственно, по этой причине у нас пробег очень сильно ограничивается. Судя по состоянию автомобиля, он был в такси. И, честно говоря, мне что-то не верится, что здесь пробег 54 тысячи 46 километров. Буду сейчас снимать батарейку, разбирать ее и смотреть, что у нас с ней. Здесь даже все кнопки позатерты. Ну, в общем, сомневаюсь, что здесь на автомобиле 54 тысячи пробега. Автомобили выпущены с разницей в 2 года примерно, но такое впечатление, что они абсолютно с разных эпох. Volkswagen ID.6 и Cherry Carry. Автомобиль как из прошлого по сравнению с ID.6. Ну и, соответственно, цена здесь разная. Кстати, этот автомобиль не поломан. Этот автомобиль нам привезли для некоторых доработок, которые мы делаем. В общем, этот автомобиль не поломан. Он абсолютно новый. Вот такой вот красавец. В общем, этот автомобиль интересен во всем. Cherry решили не заморачиваться организацией Junction Box под капотом и выводить 2 высоковольтных провода. И они решили все провода высоковольтные вести прямо на все потребители, прямо с батареи. И вот из-за этого получается такая огромная паутина из оранжевых проводов, которая идет в подкапотное пространство. Почему нельзя было сделать под капотом Junction? Всего лишь 2 провода вывести. И все, нет. Решили так сделать. А батарейка здесь плоская, но есть выступ вверх. Достаточно компактная. В общем, сейчас сниму батарейку и будем проверять элементы. Снял батарейку. Сейчас хочу ее немножко отмыть перед разборкой, чтобы внутри пыль не летела. И буду разбирать. По ходу дела здесь стоят пакеты, вон они выходят, и вот соединены последовательно между собой эти модули. Сейчас буду промерять напряжение на каждом из этих, на каждом из модулей, и дальше уже буду смотреть, что делать. Возможно, придется снимать элемент, вернее элементы, снимать полностью модуль и заряжать отдельные элементы, либо же через балансирные провода. Только балансирные провода тонкие, поэтому придется заряжать очень маленьким током. В общем, для начала сейчас промеряю напряжение на модулях. Замерил напряжение на элементах. На этом 16-15, 16-26, 16-27, 27-26, 27. Здесь у нас 16-29, на нижнем 16-11. Дальше у нас на верхнем 16.29, 15.66, 15.66. Здесь у нас еще 15.66. А в целом плюс-минус здесь у нас 10 милливольт разница, 5. Короче, у нас максимальная разница это как раз 16.30 и 15.66. Получается 640 милливольт. То есть у нас разбег 640 милливольт. И это очень много. Для Тесла это уже смертельно, автомобиль уже никуда не едет. И вот у нас почему и маленький пробег. Видимо, для китайцев
это не сильно большая разница для китайских автомобилей, поэтому еще автомобиль ездит. И, кстати говоря, обратил внимание, что здесь у нас элемент касается крышки корпуса. А здесь проложены такие салфетки, которые не дают тереться. То есть немножко текст, как говорится, написан по-дебильному. Теперь буду проверять напряжение на каждом из элементов в модуле и искать самый слабый элемент. Разъемы как-то слишком большая свобода у них. Наперекос стоят. Ну, честно говоря, внутри батарейка такая себе. Сделана, конечно, не очень на высоком уровне. Но, в принципе, да, что можно ожидать от автомобиля, который сам по себе недорого стоит. То есть нужно... Вот в этом-то и отличие китайской техники, что за хорошие деньги получаешь хороший автомобиль, за маленькие деньги хороший автомобиль не получишь никогда. Вот такая вот ситуация. Кстати, здесь две БМС-ки. И БМС-ки у нас до 48 элементов. Вот одна, вот это вторая БМС-ка. Надеялся, что здесь выводы с этой стороны идут, и балансирные провода будут тоже идти с этой стороны. Но здесь конструкция максимально упрощена. С этой стороны провода, которые выходят балансирные, выходят на этот разъем, а которые выходят с этой стороны, выходят, соответственно, тоже сюда. То есть они не заморочились, чтобы разъемы стояли с одной стороны, как на многих европейских производителях, так и китайских, но которые чуть дороже автомобиля. Здесь сделали, как сделали. 3 провода сюда, значит 3 провода сюда. 4 провода с той стороны, значит 4 провода с той стороны. Да, конечно, Китай Китаю рознь. При том, что даже вот эта батарея, литий-железофосфатная, это автомобиль 2017 года, это у нас джак. Здесь и охлаждение есть, вернее не охлаждение, а скорее нагрев. Потому что это литий-железофосфатный элемент, и при холодных температурах он себя плохо ведет. И то здесь с выводами гораздо все красивее сделано, и выводы идут на одну сторону, и разъемы, соответственно, тоже выходят там же. А в данном случае это батарея из той же серии дешевых китайских автомобилей. Поэтому все-таки моя рекомендация: не стоит тянуться за дешевизной из Китая. Как говорят у нас в Украине, дешевая рыбка, гірка юшка. В общем, вот такая вот гірка юшка у нас сейчас стоит в работе. Такие здесь идут пакеты, приварены к вот таким алюминиевым полигонам. И в каждом модуле по 4 последовательных соединений. По 4 последовательных соединений и по 3 параллельных соединений. И вот как раз один у нас из них и высажен. 407, 407, 345, 3073. Ой, 4073. А вот и наше слабое звено конкретно в этом модуле. Поэтому буду заряжать этот модуль. Сначала отбалансирую, выровняю их до одинакового напряжения, а там уже будем смотреть, что с ними дальше делать. Продолжаю разбирать батарейку. И тут столкнулся с такой интересной вещью. Все болты, ну это, как правило, больше на дешевых автомобилях, на дешевых батарейках наносят почему-то вот такой вот клей. Для чего он нужен, честно говоря, затрудняюсь представить, потому что здесь он просто нанесен на шляпку болта. Здесь не нанесен на 2 болта, не нанесено вообще. На некоторых нанесено вроде как должно работать. Но на данный момент она только мешает откручивать проставочки, вернее откручивать эти болты. Продолжаем балансировать батарейку. Это у нас с Cherry Curry, а это у нас джак. Обе батарейки у нас балансируются сейчас, и на балансировку батарейки может уходить около недели.
в зависимости от того, насколько перекос был. И у этой машины у нас пробег был в 2 раза меньше, а у этой раза, наверное, в 3 меньше, чем первоначально заявлялось. Потому что здесь был разбег 600 милливольт, а на этой батарейке в районе 500 милливольт. Но это литий-железофосфатная батарейка. С никель-металлгидридными батареями от гибридных автомобилей у нас вопрос закрыт, благодаря стенду для проверки батарей. И наши конструктора обещают доделать софт этого стенда для работы с литиевыми элементами. И когда они его доделают, то сделаю видео. И надеюсь, что он поможет ускорить процесс проверки и балансировки элементов. Батарейка у нас отбалансировалась. Теперь собрал уже первый этаж. Сейчас здесь поставлю подрамник и буду собирать второй этаж. И подкинем на автомобиль, посмотрим, как она будет. Сейчас у нас максимальное то, что я намерил мультиметром, это дельта у нас в районе 30 милливольт. В принципе, это по сравнению с 700 милливольтами, это просто идеально. В общем, сейчас тогда соберу все это и поставлю на автомобиль. Не удержался заглянуть под эту крышечку, которая закрывает здесь junction box. Но здесь как такого junction бокса нету. Здесь все компоненты просто прикручены на корпус батареи. Вот такая выштамповка здесь. И все прикручено сюда. Контактор положительный, контактор отрицательный, контактор Precharge, датчик тока, резистор Precharge и 2 предохранителя, которые идут на внешние потребители. В общем, даже в этой батарее, несмотря на то, что она так достаточно просто сделана, есть вся эта система. В отличие от, правда, некоторые вещи вот так вот, провода в натяжку идут, но при этом здесь силиконовые мягенькие проводочки. Вот эти, во всяком случае. Здесь вся система безопасности и контроля есть. В отличие от того автомобиля, Mustang Ема, если я правильно назвал ее, в которой кроме одного контактора больше ничего нету. То есть совершенно бюджетная система. А в этой батарее вся система контроля и безопасности, которая есть на обычных полноценных автомобилях, электромобилях. Так что вот так вот, вроде как и такой бюджетный вариант, но тем не менее все есть. И опять-таки здесь все болты, винты смазаны вот этим герметиком, который, видимо, не дает откручиваться болтам. Так китайцы решили сделать. Так, батарея установлена. Сейчас ставлю клемму и проверяем. Так, как минимум автомобиль у нас запустился. 390 вольт показывает. Так, тест-драйв. Посмотрим, что у нас сейчас будет. К сожалению, что-то случилось с камерой, и часть видео с диагностикой после тестового заезда не сохранилась. Автомобиль отдали владельцу, и с его слов пробег автомобиля значительно увеличился. Но, конечно, мы протестировали и второй автомобиль Жак с железофосфатной батареей. Позже сделаю видео. И вообще это большая проблема на китайских автомобилях с перекосом по батарее. Связано это с тем, что из-за долгого времени пути при разряженной батарее некоторые элементы сильно проваливаются по напряжению. И заряжать их надо только вручную. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Всем пока.